Только лучший таксопарк, только Такси Хайп. Ждем именно тебя. WhatsApp и Telegram в описании. Приходи, подключим тебя за 3 секунды. Выводить будешь бабки когда захочешь, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И у нас очень крутая служба поддержки. Жду. Пиши. День добрый, Серпуховская. Здравствуйте, здравствуйте. Да, так точно. Денек сегодня какой, морозный. Мороз и солнце, день чудесный. Это у Пушкина. Да. По-моему, это у Пушкина было. Слушай, отличная тачка, ничего себе, сейчас это комфорт. Что, на своей работаешь? Да. Не жалко? Часто вопрос мне этот задают. Да? Очень часто, прям максимально часто. Но отвечаю я вот так вот. Мне очень хочется работать, так как я много провожу времени на работе. Ну, представляете, вы, я не знаю, там, ну, в офисе работаете, и у вас сидячая работа. Вам, например, дали какой-нибудь, ну, грубо скажу, ублюдский стул. И вы понимаете, что если вы на нем будете сидеть всю свою работу, у вас будет геморрой, сколиоз там и куча всякой фигни. Вы идете и покупаете себе кресло за 50 тысяч рублей. И все ваши коллеги говорят, типа, ты там, Петя, ты сумасшедший? Ты что, дурак, что ли? Ты купил себе кресло для работы, на работу, даже не домой, за 50 тысяч рублей? И ходят и недоумевают. Прошло 3 года. Петя сидит в комфорте, без геморроя и сколиоза, а все его кореша, которые там крутили виском у пальца, в итоге с геморроем и сколиозом. Вот такой. Понимаю, знакомо такое. Я сам тоже, кстати, на этих, на биткоинах зарабатываю, так что не в офисе, а дома в комфорте. Как раз, чтобы без геморроя, без всего этого. Ну, нервы не пусть все равно трепет. Нервы трепятся, ну, тут, знаешь, надо как бы следить за биржами, следить за всей этой темой, и тогда нормально все будет. У тебя-то как на такси нормально получается? Коммерческая тайна. Да, нормально получается. Ну, такая тачка, наверное, там всяких каких-нибудь чиновников, там, депутатов, не? Ну, они же не признаются. Кто признается-то? Не, если начинает пьяный выпендриваться, то обязательно будет коркой махать, что он чиновник или депутат. Они умеют, да. Так, чтобы он садился и говорил, здравствуйте, я депутат Госдумы, такого нету. Ну, может, так какие бизнесмены там. Бизнесмены есть, конечно. Всякие разные. А у меня сегодня настроение просто вообще супер. Да, к телочке к одной еду. Позвала, говорит, все там красиво, шампанское там, все это самое. Говорит, только главное возьми презервативы. Ну, я все, конечно, все при мне, все свое с собой ношу. Прекрасно. Так что... Завидую здесь, в этом месте. У тебя-то как, жена, дети, или ты тоже пока свободный? Жена, дети, поэтому я к телочке с презервативами не езжу. Я к жене хожу. Не, я все что-то никак не могу это остепениться, потому что столько красивых телок. Это прям, да. Россия, но самые красивые девчонки все у нас. Да? Да. Сколько-то время ждет меня. Отлично. Сбиваем. Вот здесь вот как раз можно повернуть, я там выскочу. Ладно, слушай, еще такой вопрос. А ты можешь через пару часов за мной заехать? А то я там, сказал, шампанское, мало ли выпью, там потом кнопочки эти набирать, там такси. А у тебя точка такая просто комфортная, и поболтать можно, ну. Расскажи, что там, как прошло, все в деталях. Очень интересно, конечно. А я, просто, на самом деле я... А по деньгам чего? Ну, слушай, накинул пару тысяч, ты что, где там нормально заработал тут как раз на одной сделочке. Просто, хорошо, я на самом деле хотел обед как раз сделать по времени. Вот. Тогда смотри, да, вот. Я не буду подъезжать. Я машину оставлю. Здесь, да? Да. Все, супер, тогда 2 часа, не больше, я спущусь. Я тачку оставлю здесь тогда и пойду поем. Здесь просто есть кафешка недалеко. Ну все, договорились. Вот, и, соответственно, на этом месте тогда встретимся. Так, все, закроем. Давай. Все, точно только, ладно? Конечно, что, я же не какой-то не больше 2 часов. Все. Давай.
Так, ладно, я пока пойду поем. Пока этот Дон Жуан шпили-вили мутит, крутит. Вот, я пойду поем. Я пойду поем. Два часа это с распитием спиртных напитков. Остепениться он не может. Я уже давно остепенился. Привет, жена. Ё-моё. Что случилось-то? Слава яйцам, ты здесь, папа, поехали скорее, рвем когти. А что случилось? Там, короче, у нее это самое, муж оказался. Поехали скорее, родной. Что случилось-то? Со второго этажа прыгал. Да, говорит, приходи. Вон он бежит, бля. Сейчас, Бля, быстрее, пропусти. Скорее. Неужели так все жестко? Так я, он охотник, оказывается. Он что, со стволом, что ли, бежит? Не, стол у него в шкафу был, блядь. Короче, говорит, бля, походу он за нами едет. Сука. Ты, короче, приезжай. Муж в командировке. Звонок. Отменилась командировка. Ну, короче, эти карантины, сейчас все, короче, все закрыто. Слетела у него командировка. Ну, входит и сразу за ружье схватился, как увидел, что обувь стоит моя. Ну, я это самое, знаешь, какой-то, как рефлекс, я не знаю, ну, какое-то чувство самосохранения. Сила откуда-то появилась, я его, короче, толкнул, ботинки схватил, пальто схватил, все, и бежать. Вот, он, короче, за мной, ну, и пришлось через балкон, короче, прыгать. Там второй этаж, слава богу, все, походу, он за нами. Да нет, там вроде никого не знаю, что есть. Сейчас мы сольемся, как бы, и это... Я вроде в другую сторону поехал, значит. Ну, я не думаю, что он разглядел, там машины стояли впереди, он же не видел, куда вы сели. Мне-то тоже неохота из двухстволки получить по машине по новой. Все, уже успокойтесь, там нормально, я думаю. Вроде никто не едет. Ну, я не знаю, там кто-то едет, но я не думаю, что это он так быстро среагировал. Я думаю, что сейчас вот с телочкой у него будут замены, это самое. Возможно, вы и потеряли. Все, успокойтесь. А как она вообще сказала, что в командировке, блядь, что-то... Не, успокойтесь. Хотите мятную конфетку? Есть, да? Да. Держите. Ой, спасибо. Слушай, а такие ружья вообще дома можно хранить? У нас же там вроде законы эти строгие. Не знаю. Ну, можно хранить. Охотничье ружье в сейфе должно лежать только. Я хоть предупредил, что охотник-то, блин, говорит, просто там, говорит, это самая работяга, инженер, в командировку поехал, там какое-то оборудование настраивать. Я думаю, ну там нормальный лошара какой-то, блядь, это такое ружье, я охерел просто. Я сейчас один комментарий такой скажу. Наверное, пора остепениться вам. Жениться уже, и чтобы не было таких историй. Ну, слушай, после такого, конечно, задумаешься. Мы обратно доедем? Да, домой, где меня подбирал. Жесть. Слушай, ну ты не волнуйся, я как договаривались, 2 часа, конечно, не прошло, но не прошло, доплатить да. доплачу. Я понял, ну ладно. Да, вот эта история, блин. О, все, вот где-то здесь можно, да, остановиться. Ну, сейчас я там, до места доеду. Ага. Слушай, братан, спасибо тебе, вообще спас. Ну, спас. Слушай, хоть ты оказался вовремя в этом месте, блин. Хорошо, я не уехал, да? Да, есть такой момент. Слушай, я еще думал, ты сказал, что кушать пойдешь. Я думал, буду тебе, если не будет. Ну, я не 2 часа ел все-таки, да, как бы. Да, я думал, ты капздец. Ладно. Все, слушай, спасибо тебе, как договаривались. Яйца мне спас, это дороже. Берегите яйца. Всё, ага. Спасибо. Всё. Счастливо. Счастливо. Пока.
2 рубля. 2 рубля. Бля, вот как, блин, охотники. Ну сидели бы вы, блядь, на своих охотах. Подстерегали бы лосей, кабанов, блядь. Ну чё вы ходите, не даете жене отдохнуть нормально с чуваками? Ну как так-то, блядь? Ну вот просто чуть не прыгая с окна. А еще мог двухстволкой получить. А еще могли прилететь пули в мою тачку. А я бы очень сильно расстроился. Потому что я-то вообще не при делах. Ну, хотя я соучастник побега, наверное, да. Да, я же соучастник побега. Друзья мои, а вы когда-нибудь висели на балконе голые, пока муж ходит по квартире? Расскажите мне, пожалуйста, кто у нас... Ну, или кто-нибудь, может быть, была история, когда пришел домой, блядь, а у жены в кровати мужик? Может, вот эти... Потому что это все анекдотично, но реально-то такое происходит. А у вас такое происходило? Напишите, пожалуйста, и как вы из этой ситуации выходили? Мне вот интересно. Реально, что выхода всего 2, да? Это балкон и дверь. Соответственно, кто через что выходил? Пишите. Пишите, а я женат. Я женат. Поэтому меня такие вопросы не беспокоят.